Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Сосиски, сосисонисы для ваших больших симпатий для нас. Мы сегодня будем готовить мартадельки, гриль с сыром. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Ребята, взял курочки для мартаделек, бедерную часть без косточки, шпик, сальца. Дальше давайте по кругу начнем. Соль, масло подсолнечное, перчик, холодная вода, сухое молоко. Здесь клетчатка ростков пшеницы, чесночок, специи для мартадельек. Брал в колбасном магазине. Здесь опять же у меня соль обычная, то есть я там поставил соль, а здесь уже отмерил соль, чайную ложку и усилитель вкуса. Лучочек, сыр, кишка, оболочка и ниточка. Все, и конечно у меня появился новый шприц, буду сегодня шприцевать не мясорубкой, хотя вы можете использовать и мясорубку для набивания наших мартаделек, и можете использовать даже обычную пластиковую бутылку с тоненьким горлышком. Есть такие бутылки пластиковые, тоже можно использовать и ручкой спокойненько набить. Ну, конечно, с помощью еще кого-то. Ребята, раздвигаю, пошагово готовим. Количество всех ингредиентов будет в описании видео. Увидимся, друзья. Ребята, кишки обычные я замочил водичкой, потому что они были у меня в соли, и немножко добавил уксуса. Пусть немножко полежат, пропитаются. Дальше что у нас? Дальше у нас мы берем, подготавливаем наше сырье. О, какое бедро куриное красивое было. Под мясорубку, ребят, мелкими кусочками, чтобы пропустить потом под мясорубку. Так же самое и сало. Отрежу меленькими кусочками. И сюда же режу лук тоже кубиками мелкими. Сейчас вернусь, покажу. Нарезал под мясорубочку наше сырье, это курочка, напоминаю, и сало. То же самое с лучком я делаю. Все, лучок разрезаю прямо там под мясорубку, друзья. Вот так вот. Крупными кубиками. Возвращаюсь к вам, продолжаем. Кстати, перед мясорубочкой, ребята, сыр я отправил в морозилочку, чтобы он немножко подмерз. Конечно, покажу, что я буду с ним делать и для чего я его отправил в морозилку, чтобы было легче с ним работать. Пошел за мясорубкой. Все, взял мясорубку. Сетка у меня такая меленькая, может для вас средняя, у вас есть еще мельче, но вот у меня такого размера. И пропускаю через мясорубочку, чередуя курочку, сальца, лучок. Чтобы не жужжать, вернусь. Все, лучочек здесь. Сальца здесь, курочка, соответственно, тоже здесь перемолотая полностью. Через пресс отправляю 3 зубчика чеснока. Так, есть 3 зубчика здесь. Сосисонисы я их называю. Сочные, вкусные. Перемешаем так, пока временно. Так, что у меня тут? Это нам уже не надо. Здесь у меня соль, усилитель вкуса. Усилитель вкуса можете не добавлять по своему. Я люблю. Количество, напоминаю, будет в описании. То же самое, немножечко перемешиваю уже сразу. Потому что все равно все перемешивать. Так вот, все, дружу потихоньку. Сырье, кстати, можете использовать теплое, холодное. Я всегда использую холодную воду, даже если лед. Здесь у меня специи для мартаделек магазинные. Также самое можно использовать специи любые по вкусу для вас. Я взял вот специи для мартаделек. Продается в магазине, в интернет-магазине, колбасных магазинов сейчас очень много. Там покупаю сразу себе те колбасы, которые мне нравятся, сыровяленые и вот такие вот шпикачки, как некоторые называют, кстати. Вот это гриль колбаса, шпикачки, вот это оно.
Вот так вот, есть. Здесь у меня клетчатка, ростков пшеницы. Идет как загуститель, как специя дополнительная. Тоже, я же говорю, количество будет в описании. Дальше у нас сухое молоко, можно обычное молоко, но так как курица более жидковатая и сало тоже такое мягкое, я использую сухое молоко. И последнее, немножко черного перца. Как на котлеты, для вкуса. Я люблю черный перчик. Острый я не добавляю, красный, но черный есть. Все, перемешиваю. Если вдруг густовато, нужна вода. Если не густо, ребят, смотрите, то вода, мне вот, допустим, достаточно густоты пока есть, потому что лук дал сок. И курица все-таки, я же говорю, я буду сейчас смотреть. И оставляем это, перемешиваем, оставляем мариноваться. А сейчас вернусь к вам, достаю сыр из морозилки. Ребята, достал сыр, половинка сыра у меня пойдет на терочку. Можно на крупную, можно на мелкую, я на мелкую половинку. А половинку я вот таким вот образом нарежу. Резать буду долго, аккуратно, чтобы он разделялся. У меня, как всегда, мой любимый сулугуни. Вы можете использовать любой твердый сыр. Я люблю сулугуни, он хорошо плавится, вкусно потом и сочно. Все, и меленьким кубиком. Все, нарежу, натру, все, фарш. Вернусь. Готов наша начинка для наших мартаделек. Часть натер, часть кубиком, перемешал. Такая достаточно. У меня сыр сулугуни, воды я не добавлял. Смотрите у себя, какой у вас сыр. То есть у меня достаточно вязкий сыр, но когда он будет жариться, он расплавится и такой будет более сочный. Такой. Если очень твердый сыр, он меньше плавится, соответственно, можно водички добавить. Все, сейчас наш агрегат закреплю и будем шпиговать. Покажу как. Разобрал наш присек, он у меня на 3 килограмма, то есть здесь 1,5, чуть-чуть больше килограмма, 2. То есть весь фарш я сразу отправляю в наш шприц. Потихонечку вот так вот прессую. Все, увидимся, друзья. Сейчас закреплю, а дальше, я же говорю, будем. Немножечко надо еще придумать для нашего шприца, будет под окошком крепления, потому что немного неудобно. Ну, ничего страшного, справимся, я думаю. С мясорубкой справились, со шприцом тем более. Все, отправляем весь фарш туда. Все, наш фарш в шприце. Уже немножко выдавил, чтобы воздух вышел. Кстати, здесь шприц как раз вот этот на 3 килограмма, он с обратным клапаном, очень достаточно интересно. То есть вы крутите, воздух выходит, то есть в колбасе воздуха будет по минималке только одно сырье. Ну, как всегда, в любом случае, насадочку я выбрал под мою кишку. Здесь 4 насадки идет. Немножечко масла на это все дело. Смазываем маслицем. Вот так вот, еще чуть-чуть. Оп. Да, вот так вот смазали. И взяли нашу кишочку. Надо где-то у меня полметра, сантиметров 70. И одеваю на насадочку. Аккуратно, как всегда, придерживаем там. Если надо, я так упираю в стеночку. Вот и все. И одеваю. Вот так вот. Вот так вот. Мне удобнее. Потихонечку одену. Сейчас, ребята, вернусь к вам. Не закрепил, не хватая столешницы, не закрепил это. Ничего страшного. Как-то придумаем, как-то нанизаем. Ну, сам принцип. Сейчас вернусь. Как всегда делаю, вот надел кишку, как всегда делаю, на всякий случай 1-2 отверстия, чтобы воздух выходил, достаточно. И придерживаю, ребята, сейчас рукой вот таким вот образом, потихонечку, видите, она пошла само по себе. Даже вот ее держать не надо, можно потихоньку, вот видите, она идет. Идет красиво, даже вот сушеф прибежал, возмущается, вот уже. Чуть-чуть подтягиваю и делаю. Все, достаточно мне. Ребята, здесь мы
можем использовать веревочку, но я не буду использовать, я буду вот кишку, наверное, заворачивать вот таким вот образом. Все есть, вот такие вот небольшие мартаделечки. Дальше продолжаю делать. Все, сделаю все, увидимся, друзья. Видите? Вот такое количество мартаделек из нашего сырья, из нашего фарша получилось. Ну, думаю, здесь килограмма 2, может быть 2,5, ребят. Вот как бы так. Сейчас все, часть сложу, часть подготовлю сковородочку и будем жарить на гриле сегодня. Их и, конечно, пробовать вместе с вами. Увидимся. И у нас сегодня мартадельки гриль, так как я и говорил, вот они уже готовы. Взял такую верничку маленькую, маслица на сковородочку гриль. Не сильно много, вот так вот, чтобы покрыло. Есть подсолнечное масло, пусть нагревается. А этим временем, друзья, мы сделаем по пару отверстий в наших мартадельках, в каждой. И при том же надо сделать их с двух сторон. Не забывайте, что они с сыром. Да, где-то сыр может вытечь, ничего страшного. Разворачиваем на другую сторону. Оп, легким движением руки. Получилось почти что. И то же самое делаю с этой стороны. В каждой мартаделечке по 2 отверстия. На средненький огонь обжариваю, возвращаюсь к вам. Прямо отправляю с тарелочки сразу их. Так вот, аккуратненько. О, вот уже они начали. Прикручу сейчас огонь. Надо крышечкой прикрыть, если будет стрелять. Смотрите, обжариваем на среднем огне. Увидимся, друзья. Традиционно анекдот от меня, это действительно на кухне. Анекдот, подсказка, как всегда. Вы помните, что когда-то, в какие-то времена, и сейчас, может быть, легкоалкогольные напитки мы приносили с собой, чтобы сэкономить на дискотеку, в рестораны, в кафе. Там чуть-чуть себе наливали под столиком и нормально отдыхали. Но подсказка: одесский ресторан вегетарианской кухни. Наш официант за небольшую плату сможет сбегать вам за шаурмой и, конечно, замаскировать его под салат. И наши мартадельки гриль готовы. Посмотрите, какая красотища. Аромат вам не передать. Сейчас будем пробовать. Давайте прямо начнем. Вот, не знаю, вот это толще, это крайнее, но я не знаю, хочется со всех сторон. А давайте вот с этой. Прямо вот отсюда. Возьму вот так вот. О, разрежу на 2 части и посмотрим, что там. Вот так вот, друзья. Вон сыр. И что скажут производители колбас теперь? Потеряли клиента. Смотрите, какая красотища. Просто не запах, ребята, сырочек, и сырка много достаточно. Ну что, будем пробовать. Сейчас расскажу свои впечатления. Ну, запах уже просто бомбезный. Зачем я столько времени покупал мартадельки у других, если я делаю намного лучше и вкуснее, ребята? Кислинка, сочность, вкус сыра. Буду использовать даже не твердые сорта. Вы можете использовать, а я буду все равно продолжать использовать моцареллу, ребятки. Ой, я извиняюсь, сулугуни, мой любимый. Вы можете и моцареллу использовать, можете что угодно использовать. Ну, просто, не знаю, кто там придумал. Мортаделла, конечно, колбаса есть такая итальянская. Итальянцы придумали. Ну, одессит на кухне сделал мортадельки. Маленькие колбаски, шпикачки, гриль. Готовьте вместе с нами. Люблю, целую, обнимаю вас. Вам всего самого хорошего, добра, мира, позитива, здоровья вам и вашим семьям, друзья. С пальчиками, с колокольчиками разбирайтесь. До скорых встреч. Пока. Пока.